Я не люблю ощущение, что меня обманули. Я заплатил много денег за... Что это? Я тебе покажу самое, вот от чего у меня сгорело больше всего. Вот это стоит 50 тысяч рублей. Я сейчас зуб поубиваю. То есть вы спите отдельно? Есть кто дома? Какой сюрприз! Проходите, здравствуйте. Не ожидал совершенно вас увидеть здесь сегодня. Сергей Орлов – популярный российский стендап-комик родом из Якутии. В 2026 году артист активно гастролирует по России. В своем творчестве часто обращается к темам провинциальной жизни, за что получил репутацию народного комика. При параде, как будто только проснулся. Конечно, да? Ты тоже, смотри, какой модный. Привет. Ты первый у нас на канале, к кому мы в гости приходим. Супер. Мы к тебе с подарками. По домам. Это хорошо, что вы с подарками. Я люблю людей, которые приходят с подарками. Обратно тоже дверь закрывается сама? Закрывай, да. Ну ты смотри, ты ее вот так раз, и сейчас на. Чук. А то у тебя внизу, я когда только подходил к дому, чувствуется, что настолько серьезные люди живут. Дверь сама открывается. Написано на двери: дверь руками не трогать. Это вообще абсолютно... Это на самом деле иногда удобно, когда ты с пакетами. Да. Тогда как бы я благодарю, что они установили. Но иногда ты, когда спешишь, ты как бы быстрее откроешь дверь, чем она. Она вот пищит и открывается. Да. Проходите, это... Что за красота. Кухня, гостиная. Из того, что здесь примечательно от застройщика, вот эти окна арочные. Претензий больше, конечно. Допустим, вот если говорить про ЖК, самое то, что ты сказал с самого начала. На территории ЖК вся коммерция отдана, я не знаю, каким образом и кто это вообще делал. Здесь 6 или 7 салонов красоты. Так это нормально. Это абсолютная дурость. Нету людей, которым столько нужно. Их просто не существует. Я не знаю. Зато у нас из общепита и красное-белое, и какая-то дорогая винотека, и Винлаб. То есть на любой кошелек в этом плане. Сколько у тебя тут метров? Здесь 180 квадратных метров. Но я не знаю, где они. Если ты поможешь мне, мы их найдем все вместе, эти 180 квадратных метров. Там где-то дверь к соседям есть, да? Да, как будто бы чьи-то... Я не знаю, как они считают, может быть, чуть-чуть улицы берут, но у меня, я не знаю, я вот все время хожу и думаю, блядь, 180. Вот я кому-нибудь скажу, мне говорят, а куда тебе столько? А где? Ну что, здесь много места, что ли? Смотри. Понял, да. Все в Бока-Рум. Ну я смотрю, у тебя диван. Диван, как фуфайка. Тебе диван, мне расскажи. вообще сильно нравится. Смотри, вот я вот сижу вот здесь. Одно место, всегда да, я сижу. Сижу, потому что здесь удобно ноги положить. И вот эту штуку мы же ее тоже заказали, я не знал, куда ее приткнуть, потому что здесь и так ноги. А вот здесь углубление чуть меньше. И поэтому здесь как раз-таки вот она хорошо. Но это для гостей. Да, это для гостей. Я смотрю, у тебя тут все в шпоне, прям, ну там, в дереве там. Ну, конечно, ну ладно. Ну, говори. Ну, Серег, они тебе что тут? Кто бы вам дом не строил, кто бы, самый лучший строитель в мире, зайдет ваш друг, который где-то когда-то работал каким-то шпаклевщиком. Ой, тебе что, ногами делали или что? Посмотрите мой концерт на Кинопоиске. Ну, Пяткой делали. Ты можешь посмотреть, рассказать как независимый эксперт. Это... Я, знаешь, как я вот люблю обсирать, когда не готовый ремонт, а когда готовый, стараюсь не делать это. Потому что уже поздно. Потому что уже поздно, зачем вообще мои комментарии людям такие вот непрошенные? Не, ну ты же зачем-то приехал же? Не, вообще посмотреть, как ты живешь. Ой. Сам лучше расскажи, что тебе нравится, что не нравится. Ну, вот ты пользуешься камином этим? Очень редко, но когда приходят гости, кстати, классно. То есть, если приглушить свет, там вино какое-то пьете, сидите, круто. Вот это мне не нравится. Это вот, видишь, все торчит. Я не знаю, что торчит. Да, вот это все. И почему это не предусмотрено было, непонятно. Вот это вот, допустим, переделывали в последний момент. То есть, смотри, вот здесь как бы стоит приставка, и она у нас по дизайну тоже была. То есть, все понимали, что здесь будут стоять игровые приставки. Но сделали таким образом, вот ее поставили, а как ее подключать сюда непонятно. А здесь нет провода? Ну вот он теперь в итоге сделали вот так, и это не очень красиво. Ну вообще мне в целом здесь нравится, здесь уютно. Тут на самом деле я уже посмотрел, что тут вот есть свободное место. Вот тебе от нашего спонсора Технопарк пакетик, подарок. Спасибо. Они там наложили тебе всякие штуки. Да? Мне надо сейчас открывать или потом? Как хочешь. Ну давай посмотрим, что это. Технопарк, спасибо вам большое. Это увлажнитель воздуха первое.
что в целом как бы полезная вещь всегда. Воздух надо увлажнять. У меня, кстати, нет увлажнителя воздуха, но у меня вместо увлажнителя воздуха вот этот камин, он работает как увлажнитель воздуха. Смотри, что у меня есть. Алиса, включи камин. Давай. Будет делать? Сейчас он чуть-чуть прогреется и заработает. И это еще не все, кстати. Да. А это что? Это я себе лично выбирал. Мельница для специй. Да, мельница для специй. Они такие бжжж, вот это, знаешь. Во-во-во, это класс, это супер класс. Это их бренд, да? Ну, это технопарк, бренд новый. А еще смотрите, прикол. Это самая магия, что есть. Алиса, сделай цвет пламени зеленый. Магия! А это тебе от Бокарум. Здесь тебе прям сильно очень не хватает вот этого. Что это? Здесь, кстати, много вещей от вас, вы же можете уже заметить. Как думаешь, что там? Я понять не имею. Судя по тому, что здесь какой-то крестик, я думаю, что вы начали производить какие-то коллекционные игрушки. Ух ты! Это что это вы, как в Apple, вот разработали так, в Калифорнии? Бам! Это всегда Опа! Это в деталях. Блин, вот это круто! Я тебе сейчас покажу, куда это встанет. Это домовенок. Мишка, он охраняет дом, его вот надо куда-то в такое место Да, поставить. у меня он в комнате, у Его, меня смотри, встанет, еще, как кстати, никогда можно круто. ставить. Можно просто на подставку поставить, а можно вот так. И он как будто на пьедестале, да, Да, стоит? и на пьедестал вот так. Ну, класс. Расскажу тебе еще одну историю, которую я давно хотел в интернете рассказать. Давай. Короче, когда мы переехали, у нас было немного времени до отъезда, потому что мы уезжали в отпуск. И я подумал, ну, вот как-то пустовато, и самому не хочется запариваться, и это было под Новый год, и дел много. Кто-то мне говорит, ну, есть же декораторы, люди, которые приезжают, как бы, и расставляют некий декор. Там вот книги какие-то кладут, там вот вазы и так У тебя далее. вот книжечки Ташены. Да, да. И, значит, приехала девочка, она расставляла здесь всякого-всякого и скинула мне счет в 500 тысяч рублей. Просто кошмар. Я был невероятно зол. Дешево. Это дешево? Ну, то есть, понимаешь, смотри, вот эти вазы, Ага. вот какие-то вот эти штуки, вот это, скорее всего, там 1040 стоит, я не знаю, 1050. Ну, то есть это точно можно купить дешевле и точно не хуже. Не, ну можно и дешевле, можно и дороже. Made in China. Ну вот, а я тебе сейчас покажу самое, то есть когда мы перейдем ко мне в комнату, я тебе покажу самое, вот от чего у меня сгорело больше всего. И я когда задал вопрос, я говорю, зачем такое дорогое? Она говорит, я же не хотела вам приносить что-то с Wildberries или с Авито, я вам принесла хороший итальянский что-то там. А вообще, я тебе сейчас покажу это итальянское. Ну я вообще как бы не похуй. Итальянская или не итальянская. Ну ты зачем деньги зарабатываешь? Чтобы их тратить с умом. Я не люблю тратить деньги. Я не люблю ощущение, что меня обманули. У меня было честное ощущение, что меня каким-то образом обманывают. Хотя, скорее всего, это действительно может так и стоить для идиотов. Я не знаю. Здесь гостевой санузел. Показывай. Это вот лапомойка для собаки. Ага. Моются жопа, лапы. Керамогранитом сделали, да, все. Это хорошо, керамогранит? Ну да, нормально. Здесь еще пока никто не мылся. И здесь вот, кстати, смотри, момент. Опа! Ага. Задевает. Да. На самом деле тебе сделали вполне нормально. Прикинь, если бы, ну, наружу открывалось, тогда бы тут все в воде было. Ну да, ну вот Да, здесь просто не предусмотрели. чуть-чуть не досмотрели. Кстати, в моем санузле тоже вот такая штука. Вот это мне не нравится. Лейка вот эта. Ага. Я больше поклонник все-таки круглого. А сверху тебе не нравится? Сверху нравится, но лейка мне нравится больше. У меня просто точно такая же дома стоит. Такая? Вот такая же система. Ну да, Дома стоит. но я все-таки поклонник старообрядческой штуки. Ага. Здесь вот гостевая комната. Вот кто-то приезжает, если там из родственников, они останавливаются здесь. Ага. Смотри, ну здесь еще и просто компьютер стоит, здесь что-то приходит. Тут Вот, кстати, приятненько, смотри, у тебя там Да, вот- гребеночку так вот это сделано. тоже, скорее всего. А вот это, по-моему, вот это Настя купила где-то на Wildberries за копейки. Ага. А вот это вот 1040 на. Не, ну, Эй, вы где мои 40 тысяч? Или 50, я даже не знаю. а ну, тебе Настя ж спроси. дали выбор? Ну, типа, что не нравится, Блин, можешь это, обратно я тогда был отправить. в туре, я этим не сильно занимался. М. Здесь, здесь ваше оборудование стоит каким-то чудесным образом, оно сюда попало. А вот за столом ты сидишь прям, да, тут или что-то? Да. Это кабинет, типа, твой? Это наш кабинет с Настей, то есть здесь какая-то, знаешь, вот здесь распечатываются, сканируются какие-то документы. Вот этот стул неудобный, по-моему, он шел компьютерный, поставили вот этот поудобней. А вот второй, знаешь, зачем здесь стоит стул? Чтоб кто-то садился? Собака. А, собака? Да, она потому что очень сильно хочет рядом всегда быть, и вот Да. Настя поставила, вот он тут рядом ложится. А у меня дочь всегда сидит. Да?
Ну вот на собаку. Ну у нас как бы дочь уже взрослая, поэтому... Вот, кстати, тут ее комната, но я не думаю, что нам нужно туда идти. Это комната подростка, я не знаю, что там. Ну это же прикольно. Или нас не пустят? Ну давай попробуем. Тут подросток живет, тут надо понимать, Да. как бы. Ну можно нам зайти или нельзя? Ну заходите уже, раз зашли, тут как Да. бы... Слушай, ну люкс, смотри, тут одеялка вот эта плетеная. Да, красивая. ну здесь вот некие происходят, видишь, ситуации. Да. Вы думали, вы только хотите покорять интернет? Да. Интернет покоряется здесь в том Конечно, числе. круто. Ну слушай, и вид туда, Централ Парк чистый. Центр парк, да. Это Сокольники, по-моему. Да, Сокольники. Слушай, район, если честно, для меня, ну как для меня, как для человека 32-летнего, слишком спальный. Слишком здесь ничего нет. Рановато, да, ты? Ну как будто здесь слишком ничего нет. Хотелось бы чего-то, знаешь, какой-то инфраструктурки. Ага. Кстати, обрати внимание, специально обговаривалась для кошки отдельная дырка, чтобы она... А она в какую-то автоматическую штуку ходит? Нет, не дай бог. Туалет? Она небезопасная. Она, смотри, куда ходит. Здесь, кстати, очень интересно все придумано. Ее туалет вот здесь. Вот он. Ага. Вот тут какашки. И она, И она вот так заходит в него. Вот так. Ну у нее такой прям типа закуток там, да? Да, и Прикольно. она, причем у нас такая вот, Диана, она в отличие от собаки у нас очень воспитанная. В какое помещение ты ее не приведи, ты ее можешь привести и сказать, вот здесь ты будешь писать. И она будет там писать. А в туалет не пробовал ее, чтобы прямо на Нет, унитаз? ты берешь... нет, в унитаз нет. Высший пилотаж, когда вот в унитаз ходят. Ну вот так я не знаю. Ну здесь что, здесь вот кухня да. стандартная. Расскажи, что у тебя. Вот смотри, смек у тебя Смек, да, стоит. это Настя настояла, честно говоря, я был против. Мне не нравится техника и все, что делает Смек, потому что, как по мне, вот брать только за то, что на ней написано Смек, и то, что он вот такой какой-то бочкообразной формы, ну, есть более качественные и прикольные чайники. Да, тут даже, когда берешь вот так, да, как будто вот Да, ручка а из вот 3 это- частей состоит. И вот смотри, вот это. Что это за, блядь? У меня вот так звучал китайский телефон. Они едят здесь, собака с Ого. кошкой. Ну тут прям целая система продумана, да? Да, вот здесь Мася кушает, чтобы он не ел ее еду, поэтому на возвышенности. Сверху. Да, Ага. им выдается все по часам. Ну, кстати, нормально, оттуда не видно вот это все, оно такое скрытое. Да, Нормально выглядит, да, хорошо. А что, винишко какое-нибудь есть у тебя дорогое? Есть, здесь? дорогого нету. Есть там какие-то 3-4 бутылки. А оно дорогое я даже не знаю, я, может, и не пробовал. Это вот, смотри, это вот, видимо, знаешь, это я откуда-то приехал, и был легкий недогон. Вот ровно на один бокал. Знаешь, вот оно открылось просто для того, чтобы один бокал выпить и спать лечь. Вот, а так обычное белое вино. Я еще не Ага. разбираюсь в вине, кстати, я не знаю. Ну, у тебя тут все четко, смотри, у тебя вон этот Амайкири стоит, все как Михаил Алексеевич завещал. Михаил Алексеевич, это твой, что ли, бренд? Не-не-не, А. я просто ввел моду на эти смесители. Это самый красивый смеситель Амайкири Канта. У Амайкири, кстати, новый смеситель появился. Амайкири Макари. У меня вот дома стоит такой, выглядит вообще супер. У него есть кнопочка переключения потока воды. Можно душ сделать. Магнитное крепление, поэтому удобно снять, помыть все, что нужно. Еще душиком так пах-пах-пах. Здесь есть вот эта хрень. Во. Диспоузер называется. Да. Пользуешься ты? Да. Или жена пользуется? Активно пользуюсь. Активно сам Да, прям мне пользуешься? нравится. Ну, а что это? Что им пользоваться? Не, я не Насыпал- пользуюсь. Я вообще, у меня, знаешь, как с кухней. Я вот так, типа, там, Ты бытовой бежать. инвалид, да? и бежать оттуда. Вот здесь тоже места для хранения всякой всячины. Да, С одной супер, стороны. смотри, у тебя все одной продумано. стороны там, и с и другой. с той стороны тоже, да? Да. Чистый полиформ просто вообще. Ну, люкс. Вот. Здесь тоже небольшие места для хранения. Ну, здесь Дышит. холодильник самый обыкновенный. Здесь ерунда всякая лежит. Есть что-нибудь прикольное? Не, ничего Торт. прикольного Торт нету. есть, Это да. кулич. Здесь, кстати, холодильник, вот как-то он так разделился, здесь больше холодильник жены, наверное. Здесь она хранит все свои радости. Я не знаю, что здесь есть. Так, что Круто. еще? Пойдем дальше смотреть. Да, здесь, кстати, вот еще картины висят. Вот эти картины, они по дизайн-проекту шли. Они, кстати, очень дорогие, но я, знаешь, в какой момент, то есть мы их когда купили, они вот как бы должны здесь быть. Потому что вот они по дизайн-проекту шли, мы их купили, и потом, когда их привезли и повесили, и я понимаю, что это в целом такая вещь, которая не должна забирать на себя внимание, это больше какая-то интерьерная штука. Но вот в этом-то моя и дилемма, что эта картина, она должна, по идее, вызывать какую-то эмоцию. И мне немного расстраивает, что я заплатил много денег, ну, фактически за... Что это? Ну, за полосы. Слушай, ну То есть выглядит неплохо. Она выглядит неплохо, но было бы круче, если бы здесь висело что-то, имеющее смысл. Мгм. А это
как будто бы не имеет никакого смысла. Ну это ты первую квартиру сделал, да? Ну да, первую, блин. Да, у меня дружище говорит, ну вот я 4-й дом точно нормально сделал. Во, 4-й. Я слышу, знаешь, есть поговорка: первый дом строят для врага. А тут перегородка, которой ты не пользуешься. Не пользуюсь, да, абсолютно. А она, наверное, и дорогая. Да. Но мы ей, да, в основном не пользуемся. Мы хотели, вот ты мне скажи, кстати, как профессионал, Настя настаивала, но ее уговорил дизайнер и решили в итоге не делать. Настя настаивала на штуку, которая закрывала бы здесь. Все, ты такое часто делаешь. Постоянно. И вот почему-то ее отговорили, и как-то мы этот момент не проследили, и по итогу не сделали, что и сейчас жалеем. Может быть, кстати, здесь некуда было ее вставить, не знаю. Ну там вроде чуть место есть, внутрь есть место, ну вроде есть место. Но она отнимает прилично, там с каждого края нормально отнимает. Бывает еще система, которая вверх уезжает. Но это валькучин, это ты бы как вот эта квартира потратил. Реально? Сколько это стоило бы типа 20 миллионов рублей. Реально? Ну мы такие часто ставим. Ну еще бы. Я когда-нибудь дорасту до ваших квартир. Вот, смотри, какой светильник красивый. Не, ну супер, смотри. Оно прям... Ё-моё. Еще одна картина, которая не имеет смысла. Ну вот это Настин санузел. Смотрите, сейчас тут один из главных гордостей. Давай. Вау! Умный унитаз. Японский туалет. А этот японский то-то, который? То-то, да. Да. Пока что, слава богу, никаких с ним проблем не было. Но я слышал, что в Москве есть чуть ли не 2 последних человека, которые что-то понимают, как их чинить. Да? Надеюсь, да, он не починит. А ты вот этим пользуешься сейчас? Не-а. Это у тебя уже как ёршик, наверное, работает. Ну, да? это вот Настин санузел, вообще я здесь редко бываю. Да, как ёршик. Да. Я не понимаю, почему до сих пор люди не пользуются встроенным биде в унитаз. Причем это не всегда дорого, это стоит 2000 рублей. Да, к нему есть пульт, где-то он, возможно, на стене или спрятан. Короче, нажимаешь на кнопку, выезжает такая штучка, начинает тебе, значит, это все мыть там. Подогревается вот эта штука, и он, если ты заметил, он просто к нему подходишь, первое, что он делает, вот он спрыскивает воду, то есть он как бы освежает. Вот. Штора у тебя висит здесь правильно. Не вот эта клееночка, да, там? Нет, клееночка. Нет, здесь клеенка, сверху вот. Ну и тем более у тебя тут розеточки-то System Electric, это наша русская компания. Наши русские System Electric. Русские ребята. Не, это хорошие вообще. Сейчас надо их переименовывать. Система электричества. У них даже есть, кстати, рамочки в серии Art Gallery. Металлические, в оргстекле, в разных цветах и оттенках. Это у тебя 2 года назад строилось. А сейчас новые появились. Ну вот видишь, о чем я тебе и говорю. Ну это все Настя придумала, у нее все красиво. Сейчас мы пойдем ко мне, у меня комната, Настя называет ее дрочильня. Салон, да. Но я ей говорю, что если я захочу, любая комната станет дрочильней. Надо просто туда прийти. Ты бунтарь. Есть еще одно помещение, это постирочное. Так, а вот этой сушкой пользуешься вот ты? Вот этой? Да, вот этой. И да. Нормально работает? Ну вот. А как она может не работать? Там обычно воздух стоит. Да, нет, работает, слушай, работает. Ну вот еще здесь как бы вешаются вещи. Вот здесь они гладятся. Гладить, честно говоря, не очень удобно, места маловато все-таки. То есть и так шикарно, что есть отдельное место для этого, а не на кухне он обычно, знаешь. Ну а теперь добро пожаловать в дрочильню. Ой-я. Кровать у тебя красивая стоит. Кровать ваша. Это вот помнишь, я к тебе приходил когда-то последний раз, мне она так сильно понравилась. И мы сделали как в Underground 2 здесь подсветку, и теперь она еще светится. Сначала начнем вот оттуда. Здесь гардеробная моя, ну как, скорее кроссовочная. Тире-склад, как бы не то чтобы прям гардеробная в привычном понимании. Из-за того, что у меня много обуви, вот сделали шкаф для обуви. Ну обуви прям дофига. А ты носишь это или это у тебя для прикола? Нет, это я ношу. Это я здесь все абсолютно все ношу. А вот смотри, есть Саша Каньон, художник, дизайнер. Вот он делает разного рода вот такие вещи странные. Ну в этом ходить в этом ходить сложновато, это больше как инсталляция. Это тапки-камни. Это можно выйти покурить на даче куда-нибудь. Там Лора Пиано у тебя, нет? Нет, не Лора Пиано, ни в коем случае. Но ведь видишь, как круто? Это стоит сильно дешевле, чем Лора Пиано, а выглядит как Лора Пиано. Это какой-то Шойлберг, не знаю, это с Ля моды. А есть что-нибудь самое дорогое? Что-нибудь такое прям
Ну, наверное, самое дорогое, давай. Самое дорогое моему сердцу, прежде всего. Но оно в целом и не дешевая пара. Это мне подарила Настя на 14 февраля. Пара Nike Dunk Strange Love называется. Она вот такая велюровая, красивая. Ее сложно хоть с чем-то сочетать, на самом деле. Такая выпендрежная обувь. Но Настя мне подарила это на 14 февраля, а у нас 14 еще годовщина свадьбы. Она и стоит недешево, и плюс ко всему... сколько примерно вот так вот? 1080, по-моему, она стоит, или 90. Хочешь, я тебе покажу бриллиант своей коллекции? Я уже показывал это в интернете. Я называю это красотуфли. Йоу. Это кроссовки и туфли в одном лице. Были надеты единожды на передачу «Натальная карта». А что ты делаешь, когда выпиваешь один? О, вообще, смотри, я открываю, значит, интернет и заказываю себе, допустим, вот такие вещи. Как это называется? Красотуфли. Красотуфли! Почему? Потому что это кроссовки и туфли. Круто! Пока, честно говоря, сложно представляю, куда можно еще это надеть. На таких шапокляках. Сейчас мне нравится всякая фриковатая обувь, типа вот... вот такой-то дублет. А ты прям носишь вот такую? Вот это я ношу. Прям можешь погулять, походить? Да, это мне нравится вообще. А удобно все это? Это удобно, да. Вот есть еще, допустим, Михара Йоширо, знаешь, такой японский Мисухиру, или как вот правильно, да, то есть японский дизайн. Единственное, что мне не нравится, что зачем-то он делает сразу грязную обувь, но это, наверное, такой панк вообще. Но шнурки не грязные. Да, но это панк типа такой, да, вот у него есть... А есть тебе что-нибудь типа попса, какой-нибудь Гуччи там? Вот это такое? Не, есть одна ошибка, есть вот Луи Виттон, ну, Vuitton, ага. это я не знаю, зачем было куплено и для чего. Тут, кстати, не написано нигде Луи Vuitton. Ну и слава, вот написано Виттон. Да. Ну и слава богу, ее если надеваешь вот так с черными штанами. Удобно? Эти, кстати, удобные, да. Здесь сумки лежат и кепки. Ну и кепки И здесь. кепки, вот, да, красиво. Здесь много кепок. Для чего нужно так много черных кепок? Я не знаю, это, понимаешь, этому лет 7-8. Вот, допустим, кепка, которую я купил в Сеуле на улице Миндон, здесь написано, по-моему, вот это переводится как «большая тыква». Это вот я купил в каком-то японском магазине, здесь написано «not for sale». Это, конечно, забавно, что я ее купил. Но я ее как бы надеваю и такой, я не продаюсь. Хотя я еще как продаюсь. Вот этой кепке. По-моему, 8 лет. Посмотри, она вся выгорела. Это надо просто... у меня не дошли руки, надо это все пересобрать и половину выкинуть, потому что она уже... Что выкинуть? Там сколько людей, например, хочет от тебя кепку. Ну или отдать кому-то. Ну, потому что это вообще неносибельные вещи. Ну, то есть она выгоревшая прям, понимаешь? Давай мы что-нибудь Ваньке сейчас организуем кепку. Давай. В Сеуле есть улица Миндон, главная туристическая. Там продают кепки вот с корейскими буквами. И она новая. Не носилась ни разу. Здесь конкретно написано «принцесса», если мне не изменяет память. Он когда мне показывал, типа, и говорил, это типа «принц», «принцесса», и я ему говорю «принцесса», и он такой «for you». Держи, это тебе. Ну, какие-то еще синие есть, и зеленые есть. Там белые и бежевые. Белый и бежевый никто не носит, так понимаю, да? Белый. Слишком высоко. Да, да. Гардероб где у тебя? Вот он. Он спрятан. Вот он гардероб. А вот они, да, двери, которые никогда не закрываются. Здесь просто у меня много вещей, потому что я люблю вещи. Здесь вот у меня свитера. Вот тут у меня штаны. У меня есть леопардовые штаны. Вот там где-то лежат с зеброй. Ну, то есть анималистичные принты какие-то. То есть я вообще люблю какие-то вещи стилизовать, там что-то еще. Есть сложные вещи, которые надо вот прям научиться носить. Это вот... Прикольная, кстати. Да, видишь, тут она какая-то в стиле панка. То есть это ресайкл какой-то. Я ее пока еще ни разу не надевал. Надо будет обязательно это сделать, потому что она красивая. Вот. Так, здесь санузел, если дальше идти. Вот, опять же. Здесь тоже. То-то. Да. Ну, здесь, пожалуйста, посмотри на дебила, который не проконтролировал ситуацию и подумал, черный санузел, это мне нужно. Ну, ты видишь, это просто протирай, не протирай, это никогда не будет чисто. Но зачем-то я вот себе захотел такой. Я не знаю, я просто не знал. Я, правда, об этом даже не подумал. Ну и, собственно, душ. И что тебе вот удобно, неудобно? Здесь? Да. В целом-то мне здесь удобно. Почему? Ну, то есть я даже... Единственное, я тебе сказал, что мне неудобно. Лейка мне неудобно. Была благая идея сделать сидушку в душе, вот смотри. Для того, чтобы можно было сесть и там, допустим, ноги помыть. Да. Но она не используется мной вообще. Вот здесь, смотри, зато комната черная,
И здесь идеально встанет твой чувак, домовенок. Куда поставим? Ну, я не знаю, я думаю, что он встанет вот туда, ко всем игрушкам, я придумал. Я, наверное, Бербрика уберу. Давай сейчас принесу. Так, ну я его тогда поставлю. Смотри, это фарфор. Ты чё? Это натуральный, да, это фарфор. Вот здесь вот у нас такая, специально, чтобы она глянцевая была история. Но он обожжен, там он буквально недавно из печи вышел вот этот вот. Да? Ну, я думаю, что ему надо куда-то сюда пока встать, и я придумаю, как его поставить. О, четко. Супер. В натуре четко. Да, я его вместо бегемота поставлю. Ну, у тебя прям много тут всяких таких штук. Ну, вот это вот, допустим, витраж. Здесь Эдди Мерфи. Это мне сделал художник Миша Либерти. Ага. Это из настоящего стекла, это его работа. Ну, то есть, по сути, то есть у него есть много разных витражей, то есть есть с Илоном Маском там, он делал с Майклом Джорданом, то есть это современный художник московский. Здесь есть разные отсылки ко мне. Ну, допустим, вот микрофон, это вот микрофон с моей руки, который я сделал. Потом вот здесь вот герб депутатского зашифрован. Потому что если я тебе покажу герб депутатского, там Осел мамонт, там как бы, да. Не осел, там мамонт, но это как бы зашифровано. То есть если выключить витраж, Алиса, выключи витраж. Вот здесь мы увидим мамонта. Вот его основание, вот его эти. Горы осел. Ну, кайф. И что, часто ты вот это включаешь? Да, мне нравится. Да, Я понял. я его вместо ночника включаю. Ну даже его выключенный, он выглядит красиво. Ну да. А вот тоже художник российский делает вот такие. О, вот это я видел, кстати. Вот такие стулья. Что, ебурет или что-то такое, нет? Да, но на нем я не сижу. Это вот только для Вещей. виду и для вещей, да. Здесь есть тоже игрушки. Вот это Женя Чес делает, коллекция называется «Срывая маски». У него пока в коллекции 2 игрушки выпущенных, я вот жду 3-ю. Здесь как бы наш заяц советский, маску снимает, там заяц. И также львенок с Симпсонами. Вот. Это вот, узнаешь? Это я. Не? Да, это в Китае. На улице чувак за 30 минут из тебя лепит вот. Серьезно? За 30 минут вот он сделал. Вот еще, кстати, это вот нам подарил дизайнер, который делал дизайн здесь. Видимо, он тоже сам делает или может где-то купил, не знаю. Это вот, помнишь, да, Киндер? Да, точно. Да. Офигеть. И здесь еще, я вот не знаю, это вообще елочные игрушки, но мне так понравились, как они выглядят. Это вот Карлсон, Заяц и Крысиный король. Они вообще как елочные игрушки, но мне так нравится, что, ну, игрушки из советских мультиков, что я решил их тут оставить. У тебя и вот, ну, и попса тоже у тебя есть, да, там? Да, и это тоже есть. Это вот Бербрики, но ими я не горжусь, честно говоря. Но вот этот Бербрик от одного из моих любимых дизайнеров, Йоши Ямамото, ну, то есть с ним коллаборация. Вот он, кстати, самый, на мой взгляд, интересный. А вот это уже, я не знаю, это мне уже подарили. Это просто написано «Флор», ну, блядь, цветок внутри. Вот, есть еще Баскье, Жан-Мишель Баскье, это тоже я купил, потому что мне очень нравится Жан-Мишель Баскье и его картины. На картины или что-то еще у меня денег никогда не будет, наверное, на его, но... 5599, это что, евро стоит? Нет, это... Ты не знаешь Баскию? Ну, это современный художник, очень крутой. Он уже умер от передоза героина, что ли, там от СПИДа, что-то такое. Ну, он как бы клуб 27, вот этот рок-н-ролльный чувак. Честно говоря, он мрачный очень. Он вызывает... то есть, почему мне нравится Жан-Мишель Баскье? Потому что он вызывает очень смешанные чувства при просмотре его работ. То есть, это и тревога, и какая-то детская радость, потому что это все какие-то каляки-маляки. Вызывает эмоции, вот что. Это вот, кстати, мне вот эта вот нравится штука. Она круто сюда встала, розовая, как акцент. Это просто я в магазине купил каком-то. Но мне нравится просто, что она розовая и на фоне черного круто смотрится. Кстати, твой, смотри, домовенок как будто здесь должен был Он быть. как будто сюда прям, да, дома оказался. Да. А это ты все вот сам покупаешь или тебе дарят? Это я сам покупал. Сам покупаешь. Ну, какие-то мне дарят, какие-то я сам покупал. Но в основном сам покупаю. Мало мне кто что дарит. Это, короче, вот Батчер из «Пацанов», «Тетрадь смерти». Это я привез из Шри-Ланки. Человек-паук 94-го года, видишь? А это я. Тут написано «Такое не забыть». Город Бузулук, 10 июля 2023 год. Ё-моё. А вон моя кукла-червовещатель. Здесь шнур от микрофона, и он подключается на магните к сердцу. Вау. Вот это вообще очень круто. Ну и, собственно... Ну он реально похож. Да. А, еще волосы. Привет! Подписывайтесь на канал Дневник Дизайнера. Уи-уи-уи-уи. Вообще просто супер. Вот такие дела. О, смотри, это PlayStation 1. У меня такая была. Ну, она, кстати, рабочая. Что, прям как PlayStation? Ну, это эмулятор, да. Серьезно? Да, И подключаешь. там вот это Crash Bandicoot есть? Да. И первый Resident Evil? Да. Ёкарный бабай. Не, ну это люкс.
Это люкс. Небольшая коллекция варганов. Я сейчас зуб поубиваю. Это вообще самый красивый, наверное, варган. И самый интересный. Мне подарили его в Екатеринбурге. Смотри, в чем прикол сейчас. Он, во-первых, очень красивый. Во-вторых, здесь не просто так все эти штучки. Жалко, виниры повыбиваю, блядь. Как тебе кровать? Расскажи. Кровать мне очень нравится. Я не люблю мягкие кровати. Она не мягкая и она не твердая. Мне очень нравится кровать. То есть я вообще не испытываю никаких проблем. Сплю здесь вообще. Она не проваливается подо мной и не жесткая. Потому что есть люди, которые любят прям мягкую. Знаешь, такая, чтобы ты прям ложился. Как... Да. Такое иногда есть в отелях. Когда ты ложишься и такой, блин, что ж спина болит. Как будто спина болит в таких. Да. У меня лично Кстати, болит, я да. тебе забыл показать реликвию, может, вы ее сняли. Это афиша с моего самого первого сольного концерта в Москве. О, Ну, большого. Генетическая правда. Я даже какой-то такой смотрел. Что Это вот было там снято. Это вот такое, это было в Доме кино, вот специально рисовали в стиле старых афиш. Вот, это вот сохранилось. Она была в рамке, но разбилась рамка, надо новую купить. Вот я ее храню. 500 человек было на концерте. Мощно. Да. Сколько стоил билет? Не знаю, мне кажется, рублей 700. А сейчас сколько стоит? Ну ладно, давай, не начинай. Слушай, ну не знаю, по-моему, от 2,5. Я, по-моему, за 10 тысяч покупал последний раз, как покупал. Ну, такой может быть. Правда, Это было на флаконе когда? Не знаю, я ж туда не дошел. Я человек, который покупает у Сережи места и не доходит, потому что у него надо купить сильно заранее, чтобы было место, ну там, в начале где-то. У тебя надо... А ты в следующий раз мне пиши, я тебе буду давать билеты бесплатные по дружбе. Я вот один раз так написал Сереже, он мне дал место. Что, далеко было, что ли? Были места, которые вот, ну, посередине, которые на тебя смотрят. А были места, которые сбоку, которые смотрят туда, а ты вот там находишься. И я такой 1,5 часа вот так. Блин, ну прости, я не знал. Я правда, это, понимаешь, это в день концерта еще было, я был на суматохе на жесткой. Здесь есть отделение Насти. Вот, привет. О. Ой, и собака тут тоже. То есть вы спите отдельно? Спим раздельно, Да. А это чья идея, кстати? Расскажи. Это вот Настя. Это Настя, моя жена. Это Тоша, мой Это собака. твоя идея была, да? Ну да, так было удобнее. Тоша. Потому что Серега храпит. Он храпит. Нет. Он раньше храпел, да. И возвращается Я раньше поздно. толстый был. А Будет. мне надо было раньше спать. Да, на самом деле это счастье вообще. Если Да. у вас возможность позволяет жить с женой в разных комнатах, это вообще это самое удобное. Разные комнаты, разные санузлы. Я знаю, что это звучит по-боярски, но это счастье. Это реально то, ради чего стоит зарабатывать денег и купить жилплощадь. Но вы в гости друг к другу ходите. просто. Да. Да. Ну, в основном она ко мне, потому что у меня вилл, как в музее. Там- Ну, покажи, Ну давай показывай. покажи самую главную фишку твоей этой комнаты. Сейчас. Наглядно покажу. Алиса, открой шторы. И дальше я беру пульт и вот так поднимаюсь. Это надо издалека показывать. Смотри, Да. там поднимается матрас. Настя сразу репетирует жизнь, когда она будет неходячей. Сюда нужен еще человек, который сразу будет приносить Утку. завтрак. Утка пока не нужна. Но это ты будешь делать. Так, еще есть лимфодренажный массаж. Йоу! Да? Он сейчас массажирует? Ну да. Ну так, слегка тебя подергивает. потряхивает. Да. В целом у меня такой с похмелья само происходит. Я просто лежу, меня вот так потряхивает. Но здесь видишь, в чем еще прикол? Почему вот мне так, я тебе сказал, что твоя кровать мне больше нравится? Потому что вот Настя любит мягкое, Ага. и она высокая, и огромный матрас, и все такое. А мне нравится наоборот, вот, когда ближе к земле. Ну и прикольно, кстати, с женой воевать не надо. Но вот эта жемчужина, кстати, этой квартиры мне больше всего нравится. Это магазин Шанель. Проходите, здесь вас сейчас должен встречать продавец-консультант. Это вот самая красивая, на мой взгляд, часть квартиры, Настина гардеробная. Йоу, сколько. Вот это же мечта каждой женщины, да, вот это все. Да. Здесь, кстати, вот видишь, Настя более консервативная в этом плане. Ты видел, сколько у меня шматья? Да. Потому что я от вещей практически не избавляюсь. То есть я что-то отдаю. Я такой больше в этом плане Плюшкин. То есть я думаю, мне это еще понадобится, я это еще буду носить. У нее гораздо меньше вещей. То есть у нее вот только те, которые у меня носят. У меня там есть вещи, ну ты видел, там есть вещи, которые
Я не знаю, сколько не были наделаны. Никогда. Вот на Ване. Ну Кем вот, да? допустим, да. Мы уже взяли. Это какой? Это принцесса. Трофей. Вот здесь, значит, очки у Насти. Вот это самые, кстати, классные очки, которые Насте я посоветовал купить, Gentle Monster, но они оказались Вау. абсолютно неудобные. А вот это монстр, это где красивый такой шоурум. Да, Да, да. да. Это дизайнерская какая-то вещь. Настя говорит, что ей неудобно носить, но вещь просто красивая сама по себе. Как будто все вот такое неудобно носить. Да, ну Понимаю. просто вещь сама Да. по себе красивая. А давай сумку какую-нибудь покажи. Там. Вот эти есть у тебя? Биркин, Шмиркин? Сумки у нее есть. Все, которые она Одна хотела. есть. Но больше всего сейчас мне нравится вот это. Вау, ну это прикольно. Только кстати. стакан. Мы ее Это купили Луи Vuitton. на винтажке. Винтажке, да, Что-то китайской. она 1070 рублей стоила всего лишь. О. Я вот, кстати, ее пытаюсь все время отжать, эту сумку. Но я пока не нашел, с А чем ты ее вот, носить. кстати, все время говоришь, что Луи Vuitton херня, а это единственные сумки, которые вообще не убивают. А я не говорил, что Луи Vuitton херня. Ну, сумки у них хорошие, все Да, остальное да, дерьмовое. да. Ну, из-за того, Потому что они что не кожаные. Луи Vuitton Да. это, да, не кожаные, во-первых, кожгалантерея, они как по идее, но вот я вот эту сумку хочу у Насти забрать, но мне пока не с чем ее носить. О, пошел. Как это сейчас в интернетах модно? Comfy Fit. Да, вот Настя тоже, кстати, коллекционирует игрушки. Ну, Ну что-то что? у вас прям, да, вы прям сошлись на игрушечках. О, Аркейн. О, Да, я это тоже люблю Аркейн. Аркейн, да. Аркейн Моя супер. любимая игрушка это Чаки. Чаки Суприм. Это тоже Он мы еще купили в разговаривает. секонд-хенде. В секонде, Он да. Она сломанная. И видишь, это оригинальная коробка, Еще и в это коробке. Чаки со Supreme коллаборацией. Офигеть. А вот теперь мне скажи, Давай. где здесь 180 метров? Кстати, запомнил про итальянский. Сейчас, подожди, жди здесь, я сейчас принесу, чтобы вы далеко не ходили. Я стакан за 50 тысяч, сейчас я тебе покажу. Итальянский набор стаканов и дозаторов за 50 тысяч рублев. Вот это стоит 50 тысяч А это в рублей. чьей спали? Это в моей. Ладно, в твоей? Да, Ну, смотрите, итак, это стакан итальянского качества. С одной стороны, да, ты смотришь, черный стакан, да, здорово, отлично, но по факту вот что стоит 50 тысяч. Вот такая пластиковая п***ень. Здесь, собственно, история для этого то же самое. Потом вот эта вот подставочка, это стоит вот за это она нам попросила 50 тысяч рублей. А теперь скажите, кто из нас дебил? Ты же понимаешь, что это не должно стоить 50 тысяч? Да это можно за сколько угодно купить. Вот, Вопрос же такой. вот. Ты же согласовываешь смету, смотришь, что тебе нравится, не нравится. И прикол, что нам смету-то и не дали, она просто пришла, все расставила. И потом такая, ну, я вам скидываю смету, и скинула смету, да. Ну, у вас такая договоренность, да, странная, да? Довольно интересная. Я бы не согласилась настолько. Я могу столько сумок на эти деньги купить. Да, кстати, мы всегда вот так сидим. Сережа там, я здесь. Это Кстати, мое любимое место. Тоша на него разлил пол банки газировки, не осталось пятна. Угу, Тест-драйв прошел. проверю. Ну, еще вот кошка у нас ходит тоже. Не дрет, шерсти. кстати, да? Ничего. Дерет. Дерет, Но но- вообще ничего не видно. Диван, кстати, всегда вызывает вопросы у людей. То есть они говорят, откуда диван и все такое. Красивый диван, правда, получился. Мгм. А у тебя же еще есть дача. Дача есть. Хотите туда тоже приехать? Да, хотим. Это был первый объект недвижимости, который мы купили. И вот как раз-таки там, здесь, вот понимаешь, здесь сколько бы я ни ругался, сколько бы я ни жаловался, здесь все равно ребята сделали свою работу по большей части хорошо. То есть у нас есть, конечно, вопросы, у Насти есть вопросы, но в основном они сделали это все хорошо. А вот там, на даче, там вопросов просто масса, потому что там дом каркасный, и это вообще, я не советую каркасные дома, честно говоря. Если дом, то только газобетонный. Тогда, значит, ребята, вы пишите в комментариях. Будем смотреть мы дом Да, Сергея. может быть, кстати, его сразу снимем Да. и заделаем на то, что мы думаем его продавать. Может быть, кто-то... Да. Может, кто-то уже и сразу купит. Ну, не сразу, Ну, сразу у тебя мы не будем реклама, продавать. конечно, шикарная была сейчас. Дом говно, не нравится мне вообще. Купите, пожалуйста. Но а там и цена по московским меркам супер будет демократичная. Раз ты приглашаешь нас на дачу, Да. все, пока-пока.